Всем привет! Это небольшой видеоблог, собственно, о том, что в последнее время происходит в команде, какие ближайшие планы, да и вообще. В общем, после турнира в Бухаресте, который был в середине ноября, на котором мы взяли, собственно, слот и выиграли право участия на турнире в Атланте, у нас был где-то, наверное, 1,5-2 недели отдыха. Ребята все как бы просили немножко отдохнуть после того, как мы много тренировались, много работали над собой. И такой очень непростой у нас был тренировочный как бы график. Реально чувствовалась такая определенная усталость. Вот после чего мы, опять же, собрались, начали готовиться постепенно к отборочным на DreamHack Лас-Вегас, которые планировались на первые выходные декабря, и, конечно же, на закрытой квалификации к мейджор-турниру в Атланте. К сожалению, для нас отборочные на DreamHack Vegas перенесли, потому как многие команды не могут на них участвовать. Мы как бы планировали попробовать свои силы после первой недели подготовки и подумать, что мы можем пофиксить для того, чтобы сыграть лучше на закрытых квалификациях мейджор. Но отборов этих не было, и в итоге мы просто в обычном режиме спокойно готовимся к Атланте. На данный момент, вот, на время записания блога, у нас еще есть чуть больше недели, собственно, после чего мы, по-моему, 11 числа декабря летим в Атланту. Там будет пара медиа-дней и день отдыха. Очень клево, что организаторы, в этот раз это компания E-League, делают, скажем так, они привозят игроков заранее, чтобы они могли акклиматизироваться и привыкнуть к тому, что все-таки смена часовых поясов такой момент достаточно важный. Вот мы видим, что многие команды, многие игроки, которые постоянно летают между Америкой и Европой на разные турниры, они не то чтобы жалуются, а явно недовольны и имеют определенные осложнения из-за джетлага, потому что эта штука непростая и ее очень трудно контролировать. В этом плане E-League молодцы, что не привезли команды за день до турнира, понимаю, что нужно пара дней хотя бы на акклиматизацию, ну и плюс медиа-день. Отборочные будут очень трудные, наверное, самые трудные в истории всех отборочных на мейджор, и как бы мы, собственно, стараемся максимально классно подготовиться к тому, чтобы показать крутую игру и, конечно же, пройти на главный турнир в ближайшее время, который будет уже в 20-х числах января. То есть, если мы, напоминаю тем, кто не знает систему, если мы проходим закрытую квалификации в Атланте, то через месяц мы имеем шанс участия на мейджор-турнире, который будет с призовым фондом $1 000 000. Ну, это очень круто. И, конечно же, хотелось бы получить вот стикеры с нашим логотипчиком, и чтобы наши фанаты могли порадоваться, покупая их в игре и наклеивая их на свои девайсы. Что еще хотел бы отметить? Основа, наверное, в том, что сейчас многие команды или взяли отпуск, уже понимая, что в конце года не будет никаких турниров, например, такие как Na'Vi, или другие команды, которые не могут тренироваться, потому что у них плотная занятость по турнирам. Собственно, такие как там те же Dignitas, FaZe. И сейчас достаточно непросто вести полноценные тренировки, потому что все команды, которые сейчас тренируются, они или в полумиксовых составах, так как некоторые команды поменяли составы после неудачных отборов на мейджор, или команды просто не играют праки, потому что постоянно находятся в переездах с турнира на турнир. И мы в итоге готовимся, скажем так, не самым сильным эшелоном команд, чего я немножко опасаюсь, в том плане, что чтобы это не сыграло на непривычке к, скажем так, когда ты играешь постоянно на одном уровне, ты понимаешь и привыкаешь к тому, что могут делать против тебя. Но когда ты играешь чуть на другом уровне и ты тренируешься с командами, скажем так, чуть менее сильными или еще с таким миксовым стилем игры, ты привыкаешь к другим вещам, и это может сыграть злую шутку. Я очень надеюсь, что и как бы стараюсь применять определенные методы в подготовке нашей команды для того, чтобы это не сыграло негативно. Ну и с другой стороны, многие вещи, которые у нас получаются, мы, собственно, отрабатываем свою уверенность, свое взаимодействие. Я надеюсь, что это нам очень поможет на отборочных в следующий мейджор. Да и вообще, если честно, я хотел бы сказать, точнее поделиться таким информацией, таким подходом о том, что я стараюсь приносить игрокам, точнее не приносить, а заставить игроков думать, что
отборочный мейджор — это не самое главное, что у нас есть, чтобы не было лишнего давления. Все-таки команда у нас молодая, и, как говорил в одном из интервью до этого Ангел, портала HLTV.org, что у нас цель на длительную перспективу. Мы очень рады, что состав наш уже стабилен, мы взяли Дэд Фокса, и мы, собственно, целимся на то, чтобы показывать крутую игру в следующем году, и целимся на то, чтобы поставить классную командную игру, благодаря чему мы будем радовать качеством игры болельщиков, зрителей и вообще тех, кто любит смотреть за КС. Это, наверное, все. Чем еще поделиться, даже не знаю. В принципе, те, кто следит за нами, за нашими социалками, ту информацию, которая уже есть, собственно, уже знают. Новостей сейчас немного. То есть, вот, подытожу еще раз. Мы приехали после Бухареста, чуть отдохнули, опять собрались, тренируемся онлайн к нашим следующим матчам. И, собственно, следующие официалки будут уже в Атланте, начиная, по-моему, с 15 числа или 14, я не помню точно расписание. И надеюсь, что нам к этому времени удастся классно подготовиться. Мы очень много работаем, очень стараемся для того, чтобы уровень нашей игры соответствовал тому, чтобы мы заслужили проход на мейджор. Хоть и матчи будут все, я уверен, очень плотные, квалификации, как я уже говорил, в этом году будут самые трудные за всю историю. Но я надеюсь, что нам хватит силы, хватит уровня показать крутую игру и пройти на мейджор турнир. Спасибо, что смотрите. Надеюсь, будете за нас болеть. Всем хорошего дня.